Сказать азиату комплимент и довести его до бешенства. У нас это комплимент, а в Восточной Азии вы оскорбите местного. Вы думаете, что от души говорите хорошее, на деле же ваши слова злая насмешка. Комплимент одновременно гадость. Регулярно пишу про правила поведения во время поездок по Азии. Вежливость, соблюдение местных обычаев, аккуратность в словах и поступках. Легко вляпаться, даже если быть максимально осторожным. Тем временем кто-то придумывает способ оскорбить собеседника. Причем и наиболее продуктивны на этой ниве сами азиаты. Уж они-то знают, как друг другу зацепить. Смотрел как-то китайский фильм. Там в одной сцене подруга хозяина ночного клуба откровенно смехалась над более простой посетительницей. Слова звучали доброжелательно, но на самом деле насмешка была очень злая. Вежливая гадость для азиата. Здесь очень к месту цитата из фильма «Матрица», часть 2. Словно потираешь задницу мягким шелком. В текущем контексте это значит, человеку говорится что-то такое, что выглядит комплиментом, но по сути оскорблением, а человек в ответ вынужден улыбаться. В том фильме китаянка сказала: «Ваша темная кожа очень красивая». Другими словами, фраза звучит так: «У вас прекрасный загар». У нас, когда дамы хотят друг дружку оскорбить, говорят, что с последней встречи подруга так приятно поправилась. Смысл комплимента похож. Причем тут темная кожа? Многие знают, что в Азии культ светлой кожи. Это показатель статуса. Раз человек имеет светлую кожу, значит у него престижная работа, высокий статус. Скорее всего, он работает в офисе и хорошо зарабатывает. Это касается всех. И женщин, которые судорожно прячутся от солнца, и мужчин, которые могут особо не заморачиваться, но на солнце лишний раз тоже не выползут. Потому индустрия красоты работает на всю катушку. Азия ежегодно потребляет тысячи тонн средств для обеливания кожи. Так сложилось, что для азиатов загар – дело всегда вынужденное. Потому делать комплименты темной коже – натуральное издевательство. Это тем более так, если человек действительно загорел под палящим солнцем. Хотя светлая кожа на самом деле или темная уже не имеет никакого значения. Воспримут такой комплимент однозначно крайне негативно. В этом плане вежливое оскорбление особенно интересно в виде фильма из вроде бы коммунистического Китая. Простой момент, который говорит, что социальное расслоение в стране очень даже сильное. Конечно, сказанное выглядит забавным. Однако в Таиланде и Вьетнаме я не раз слышал, как наши дамы с ясными глазами делают подобные комплименты местным, отмечая их загорелую кожу. Уж не знаю, по глупости то или специально, но в такие моменты стоит видеть, как меняется лицо человека. Несколько моих слов, которые доводят до бешенства. Конечно, бывает, что как раз стоит задача довести человека до белого коленя. Причем так, чтобы тот и предъявить ничего не смог. Хотя и тут стоит хорошо подумать. Но если есть реальное желание сказать что-то хорошее, лучше вообще промолчать. Или показать расположение, что называется, деньгами. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.